Ну что, ребята, я в ночной Кеми. Жду, когда приедут инструктора. Мы прибыли в рабочий Островск глубокой ночью, благо ночи здесь еще светлы. Я подумал, что первый ходовой день будет совсем коротким и решил не ложиться спать, надеясь заснять что-нибудь красивенькое на восходе. Все разбрелись по палаткам, лагерь погрузился в тишину. И после пары часов копания в интернете, которого не было уже 9 дней на Ладоге, я заметил, что, кажется, начало светать. Let the sunlight find my skin. Let the warmth draw me in. Even endings can begin. Настя, пиши. Вот то, что было до этого написано в рыжем коротком. Of morning's hymn. Golden hour inside my chest. I'm reborn in light's caress. Every tear becomes a crest of joy that carries on. I'm dancing with the dawn. Надо хвост чуть-чуть, это с камня убрать. Хотя нормально. Сейчас мы попробуем 70 на 30 примерно. Ну, да, вот. Мамуля, интересно было. Да, Я просто прикидываю, как с совсем прямыми. Это чтобы, короче, Ну ты держишь вот так же весло. Ну да. Просто получается, что... вращение корпусом. В первый день мы прошли около 10 километров на север от рабочего Островска. Погода была отличная, и самым жестким, что было в этот день, были бесконечные сборы, которые, видимо, характерны для всех походов от клуба приключений. Проспал на полдевятого. Сейчас завтра в 9 будет. В 10 выходим. Это вряд ли. Хорошо. Я разграла. Получишь сейчас из Да, вот когда ты меньше всего будешь ожидать. Идем между островами по Белому морю. Маршруты особо не знаю, так что сейчас будем смотреть. Через остров будет обед. Олег, видели нет? Вон она. Красиво. Морской заяц это, по-моему, называется, нет?
Остановились на обед. По дороге видели 2 морских зайцев, какую-то огромную хищную птицу. Девчата говорят, видели белуху. Место нереальное. Сейчас где-то часа полтора у нас на обед, а потом еще пройдем какое-то количество километров, не знаю, 10-15. Погода хорошая, штилевая. Ветер такой слабенький. В общем, все круто. Да, у тебя уже покраснели. Так, ну что, мы покушали. Сейчас едем на другую сторону острова, смотреть на заброшенную метеостанцию. И потом будет переход на острова, где мы будем ночевать. Ой, супа было супер много. Что-то я весь полный. Лагерь стоит. В общем, он в результате всю ночь не спал. Вот, ни одной капли дождя не было. Остановились посмотреть заброшенную метеостанцию. Да, у меня такая задача. Сегодня мы двигались с запада на восток и встали на острове Топоруха. Туристов здесь явно меньше, чем на Ладожском озере, но на соседнем острове были видны чьи-то палатки. А чуть позже мы увидели, что подошла еще одна группа каякеров в поисках места для стоянки. Вот следующий день. Сегодня мы идем на Кузова. Тут совсем рядышком. Ой, проснулся я от жары, потому что встал на берегу. Ну, в принципе, я выспался. Ну и рожа. Мы пересекли пролив, отделяющий Кузова от остального архипелага, и остановились на полуострове, находящемся на юге немецкого Кузова. Позже я вызвался добровольцем, чтобы сплавать за водой на родник, а заодно попробовать погрести на двухместном каяке в одиночку. Самый отлив. Будем пытаться выйти.
Набрали воды, вычерпали все до днища. Дело идет к закату. Сейчас поедем снимать красивые виды с горы. Мы зашли на вершину ближайшей горы. Офигенный вид. Следующее утро встретило нас такой же прекрасной погодой, как и в предыдущие дни. В этот день мы должны были отправиться на самый север архипелага Кузова, на остров Олешин. На этом отдаленном острове находятся два древних саамских лабиринта, а также ряд курганов, выстроившихся с востока на запад. Семь, 8. Саша, а твоя что? Сейчас. Давай. Не могу. Давай, я. Ну такое прям громко шлепнулось. Я так чисто выглянула из палатки. Ну, я посмотрела, ничего не... Сегодня дежурю на кухне. Мне нравится дежурить в космосе. Дежурю. Костер горит. Бутылки, каны кипят. Я дежурю. Эх, люблю это дело. Under mosen sover stein, bærer minner uten navn. Tiden gjemmer våre spor, som vind i gammel sang. Jeg hører deg i jordens pust, i stillheten mellom lys og rust. I labyrinten glemt av alt, der kjærlighet ble evig kald, men aldri Kurhaunge vokterer drøm av hender varme før de sank. Du hvisket løfter inn i natt, og vinden bar dem vekk som vann. Om jeg går de gamle stier, hører jeg ditt hjertes slag bak hver sten og mellom trær. En hemmelighet som aldri ble sagt. Щипет что-то им там. Что-то им... Он говорит, морскую с этой Это для самой. мытья. Ну да, ну а так она должна же быть какая-то теплая, а ты выше. Не, пока еще... Специально взятая для этого случая. Да, конечно. Там еще такая северная погода. Да, еще прям Ушло море в отлив среди ламинарий.
это фото. Во время отлива море отступает метров на 30, обнажая литораль, поросшую фукусом. Если зайти чуть подальше, то можно найти вполне свежую ламинарию. Из этих двух растений мы сделали морской салат. Правда, чтобы все это очистить, пришлось постараться. Погоди, а вот... Их нужно обязательно. Это нам есть, поэтому давайте без тины. Прям чистенький продукт готовый. Сало, да? Это увлекательно. А вы сами согласились? Периодически надо споласкивать руки от вот этого. Вчера был без... Представляете, сколько пользы организму. Ну все, ладно, все, нормально. Хотя бы напополам. Оно будет полезно. Мы провели на немецком кузове пару дней и за это время побывали на обеих его вершинах высотой более 100 метров. It's whiskey I go for a ramble. Oh, was the mountains wild? Was the blackbird's nest in the brambles? Is the hole where the eagle chimes? Or in some lonely valley was the birds in the evening nest? And mine with the prayers would mingle for the sound of hurry west. Oh, my darling, lock of the hazel, her voice is so sweet to me. As the stars all singing together, was the mountains swim down to the sea, and all of Iron's bright treasures, all her beautiful locks and rings, can make me one smile from my Kathleen, my queen of the Israeli hills. I'll buy Rollins of Raymond, the last of the Lion Man. My whiskers and Captain and shaven, they'll reach a mile in span. Like a fleece of the grey mountain weather, they tumble and dangle around. If I don't get a wife in the hazard, I'll try in a low, low ground. Есть услуга просто, чтобы... Это вершина немецкого кузова. Тяжелый опасный срыв. Сейчас будет. Мы поднялись на вершину немецкого кузова, высочайшую точку всего архипелага. Кузова, как спины огромных чудовищ, выглядывали из морских глубин. Архипелаг – это религиозный центр древних саамов. Тут находится множество сейдов, лабиринты, курганы. В окружении такой потрясающей природы нетрудно представить, как древние шаманы проводили здесь свои языческие обряды. Природа здесь скромна и сурова. На немецком кузове мы нашли лисью нору, заячьи лапы у входа. Следы рыжей охотницы можно было увидеть на песчаном пляже. Я нашел упоминание о встрече с медведем здесь в 2015 году. В низине между вершинами немецкого кузова, защищенной от ветров, растут ели удивительного для здешних мест размера. Лес вполне мог бы сойти за подмосковный. Родник на немецком кузове – это единственный источник пресной воды для туристов на архипелаге. Правда, в долине мы пересекали небольшой пресный ручеек. Думаю, если подняться к его истоку,
вполне возможно найти место, пригодное для пополнения водных запасов. К сожалению, цивилизация добралась и сюда. На немецком кузове летом постоянно находится палаточный лагерь, занимающий самую лучшую бухту рядом с родником. Регулярно привозят туристов из Кеми, чтобы погулять по острову и взобраться на гору над ним. Мы видели несколько таких групп. Поэтому, если хочется оставаться в полном уединении, лучше поискать стоянку на одном из других островов архипелага. Прикол, конечно. Такие они. Попыталась отговорить, вот, но не получилось, он ее тоже превратил в камень. Вот как... Покинув немецкий кузов, мы обогнули русский кузов с юга и направились на север, через пролив Калаваром, где и встали на стоянку. Так как мы хорошо отдохнули на немецком кузове, да и вообще все переходы были небольшими, чтобы потратить накопившиеся силы, мы устроили тренировку по спасению на воде. На каяке по волнам весело плывется, пока рядом кто-нибудь не перевернется. Надо резко вылезать, холодно за бортом. Эх, хотел я забухать, да занялся спортом. Хой-хой-хой, уже синий нос. Хой-хой-хой, попробуй эскимос. Хой-хой-хой, не тяни весло. Хой-хой-хой, выжил, повезло. А на Средиземке сейчас можно стать дельфином, а на севере у нас лишь борт подставить льдинам. Может, баня отогреет ледяные кости, а тюлени до моржи, вот все наши гости. Хой-хой-хой, уже синий нос. Хой-хой-хой, попробуй эскимос. Хой-хой-хой, не тяни весло. Хой-хой-хой, выжил, повезло. Эх, залезу в свой каяк, погребу по морю и соленою водой голову помою.
Горностай, ребят. Реально горностай. Потому что... А можешь одну ногу вот сейчас прям на 15 секунд? Да, все. Вот что-то пытались это... Вот и настало время финального перехода нашего путешествия. Мы добрались до Рабочеостровска и остановились на ночевку, чтобы утром разъехаться по домам. На этот момент я провел в Карелии уже больше 2 недель, и за все это время не было ни одного дождя. Белое море прогрелось так, что в прибрежной зоне можно было спокойно купаться. Надеюсь, что я не истратил весь свой запас удачи на такую погоду. Я вижу, как волны смывают следы на песке. Я слышу, как ветер поет свою странную песню. Я слышу, как струны деревьев играют ее. Музыку волн, музыку ветра. Здесь трудно понять, что такое асфальт. Здесь трудно понять, что такое машина. Здесь нужно руками кидать воду вверх. Музыка волн, музыка ветра. Кто из вас вспомнит о тех, кто сбился с дороги? Кто из вас вспомнит о тех, кто смеялся и пел? Кто из вас вспомнит, чувствуя холод приклада? Музыку волн, музыку ветра. Музыку волн, музыку ветра.